Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро расклад. Кто или что внезапно ворвется в вашу жизнь? Период с 1 по 10 ноября. Давайте узнаем у карт, что вас ждет. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все же получите. Поэтому подключим интуицию, и у вас она работает великолепно. И, может быть, какой-то важный пазл для вас сложится. У нас сегодня две колоды. Первая колода Ленорман. И мы не будем предвосхищать события, позволим картам раскрыть ситуацию как таковая. Мы просто достанем с вами 6 карт. И посмотрим, с чем же это будет связано, кто или что ворвется в вашу жизнь. Вот эти 10 дней, сам же по себе период ноября может быть достаточно турбулентным. И тут разные метаморфозы, как и у нас самих могут произойти, так и обстоятельства вокруг нас тоже могут меняться. После мы дополним картами Таро и раскроем некоторые позиции. Итак, что или кто внезапно, скоро ворвется в вашу жизнь? К чему все идет? Возможно, кто или что изменит составляющую вашей жизни. Что ждет вас с 1 по 10 ноября? Давайте узнавать, кто или что. Так вот, кто? Уже показывают нам социум или показывают нам коллектив, как минимум карта сада, и говорит много общения. В принципе, будет с 1 по 10 или какая-то многозадачность. Может быть, и люди, мои дорогие рыбы и рыбки, как тоже коллектив, у каждого свое мнение, а вам нужно выбрать словно нейтральную позицию, чтобы, ну, сохранить самого себя, кто знает. Планетарно ведь у вас как раз что-то добро хорошее, ну, так приближается, и окончание 2024 года может быть время выбора важных как приоритетов, а 2025 год поможет как раз раскрыть максимально свои таланты и не действовать себе в минус, а наоборот таки в плюс. Давайте, кто или что ворвется в вашу жизнь. Какой-то союз, то есть людей много, а союз это может быть один человек или один добрый друг. Может быть и личная жизнь у кого-то, предложение руки и сердца. Понятно, не у всех, но у кого-то и такое может быть. Или вы будете делать, или вам его сделали. Может быть и какая-то история, которая тоже как дружба тянулась длительное время, а теперь вы задумаете проживать вместе или, ну, как-то узнать друг друга поближе. Это может быть, безусловно, кольцо, символ прочного союза. Это может быть союз по работе, по учебе или по каким-то вашим последующим перспективам, планам, и вы будете как раз искать то лицо, на кого вы можете положиться, кто вас может поддержать. Но есть те, как минимум один, который к вам относится искренне и готов вас поддерживать. Кто или что ворвется в вашу жизнь. Ну, вот, видимо, вам придется разделить на тех, кто действительно, то есть социум большой, общество огромное, контактов еще больше, но вот одних, как будто персонажей, отправить направо, и это у нас карта крест, то, что людей мы не исключим из нашего общения или от круга, из круга, точнее, наших контактов, но мы без розовых очков не ждем от них чудес. И это не значит, что мы с ними начнем какую-то конфронтацию выстраивать или будем им что-то доказывать, или наоборот, под них подстраиваться. Нет, когда крест, мы понимаем как раз безвозвратно потерянное время, если мы будем откликаться на те события, просьбы или чужое мнение, а сами для себя потеряем это самое прекрасное время и, по сути дела, проработаем холостую или упустим другие, к примеру, возможности. И вот как будто налево нам показывают, есть и то, что обязательно должно быть, ну, как соединено воедино, дополнено или поставлено в приоритет, мои дорогие, своеобразный выбор, потому что когда крест – это неизбежный выбор.
Давайте посмотрим, кто или что ворвется в вашу жизнь. Метла, вы мистисор. Это у кого-то буквально проиграется. Вы расчищаете свое жилище, делаете дома ремонт. И правда, период ноябрь, 15 ноября, с учетом полнолуния в знаке зодиака Телец, и мы знаем с вами, полнолуние – это всегда завершение, кульминация, уже какой-то вывод, итог по тем событиям, которые сложились прежде, или по нашим приложенным усилиям мы тоже получаем. И есть то, что со знаком плюс, но есть то, что, ну, как дальше поезд не пойдет. Или дальше это дело не продвинется. Значит, нужно быть реалистом. Значит, что-то будет словно мусор. Или, кстати, ментальный какой-то мусор. Наши мысли прежние. Мы надеялись, что что-то будет развиваться. Здесь мы видим, нет, в этом перспективы не будет. И мы от этого отказываемся. Вам нужно своеобразную чистку, как и собственных приоритетов, ментальности, если вы хотите, можно и так сказать, так и буквально может быть ваше пространство, где вы находитесь. И здесь у каждого по-своему. Но, опять же, посмотрите, карта метла, 11-й аркан, как будто она нам говорит, да, вот этот мусор или что-то ненужное, то, что не будет служить твоему прогрессу, оно есть. Но есть 11, всегда число взаимодействия. Важно быть не просто один, а у тебя должен быть хотя бы один единомышленник и помощник. Насколько я помню, у вас вот эта тема дуальная, она уже не первый расклад присутствует. И даже в колоде Ленорман. Посмотрите, вторая карта, карта кольца. Есть те отношения, которые должны быть продолжены. И здесь у каждого по-своему. У кого-то это касается, может быть, и работы, у кого-то личной жизни, у кого-то близкого человека или родственника. То есть нам ведь не показывают сферу жизни, нам просто говорят, что такой человек есть, и он будет важен для вас. Кто или что ворвется в вашу жизнь? А вот правда, по этой карте могут ворваться как ваши новые намерения, цели, когда вы что-то захотите осуществить. В колоде Ленорман именно в этой у нас две пары, мужчина и женщина. И первая пара у нас такие реалисты, которые существуют в реальной жизни. А вторые две карты вот такие красные. Точнее, много красного цвета. И в то же время как будто через дымку нам художник их прорисовал. Это наши идеи. Но это лишь идеи сырые, которые не обязательно будут продолжены. Но как инсайт мы чем-то можем загореться. Может быть, и предложение какое-то поступит. А вам захочется так вот с места в карьеру рвануть и, не разбирая дороги, или себе не подстелив соломку. А нам рядом карта метла говорит, ты сначала подумай. Может быть, это сообщение от какого-то вверху у нас как раз карта кольца, как раз от того человека, которому вы доверяете, который вам помогал. И, может быть, это сообщение для вас перспективно, и вы где-то можете преждевременно начать делить шкуру неубитого медведя или что-то примерять. Будьте реалистом в любом случае, что бы это ни было, потому что доверяй, но проверяй. И это касается как информации, и здесь может быть такая информация, ведь это можете услышать от кого-то. И, значит, тоже перепроверить определенно стоит перед тем, как на что-то соглашаться. Или, ну, где-то принять во внимание прежний опыт, который все равно приводит к тому, что есть то, что, ну, не может быть продолжено, но есть и то, что открывает перспективы. Вот что это для вас будет? Мои дорогие девочки, вы можете познакомиться с таким харизматичным мужчиной, который очень красиво говорит, или какими-то вас так идеями может ухватить. Или вы начнете думать даже больше, дольше о таком человеке. Но мы сказали, реальности пока нет. Сама идея или интересные мысли, ход мысли человека, как он думает. Или вам он нравится, хочется познакомиться поближе. Но, опять же, но нет пока реальной основы к этому. Поэтому вам где-то себя слегка притормаживать будет хорошей практикой. И для вас, мои дорогие мужчины, конечно, я не могу исключить, что это может быть какой-то и другой мужчина. Или какая-то сама по себе идея. Но я больше вижу, что эта идея будет ваша, которую тоже нужно додумать и как будто причесать. Давайте откроем
что или кто ворвется. Аркан дерева – это всегда надежность. Дерево уходит корнями вглубь, в землю, поэтому прочно стоит как раз. По этой карте проходит наша, как и семья, и дом, и деньги. Но это карта нашего якоря, безусловно. И то место нашего пребывания. У кого-то, опять же, проиграются вопросы вашего дома или места пребывания, или где вы сейчас, может быть, находитесь. Кто-то может обустраивать свою жизнь, адаптировать как будто какую-то ситуацию приложения. Или как раз с учетом аркана метла избавиться от того, что вам буквально мешает жить. Оставить только то, что значимо. Давайте мы с вами раскроем на колоде Таро. И первый вопрос, который мы зададим. Что вам придется адаптировать в эти 10 дней? Адаптировать это мы себя к чему-то адаптируем, правда? Ну, где-то про адаптацию нам и эти 6 карт тоже говорят. Что же это будет? Ну, прекрасно. 9 пентаклей, карта финансового успеха, карта сбора урожая. Поэтому, если вы сделали что-то хорошо прежде, вы здесь можете получить за проделанную работу какие-то бонусы. Может быть, эти бонусы в виде, материального вознаграждения по работе. Может быть, это какие-то иные бонусы. В принципе, деньги есть, деньги будут как бы на этой неделе. Это тоже приятно. Но и по этой карте для кого-то из вас, знаете, как ваш гонорар, который задерживался, может быть, какое-то время, и здесь вы его получите. Но денежная составляющая, она присутствует. Может быть, это вы будете большим материалистом и оценивать возможности вот так, буквально. Где-то, может быть, и с ноткой меркантильности. А стоит это продолжать или нет? Или мое потраченное время мне потом каким эквивалентом обернется? Давайте мы еще спросим, что же вы будете адаптировать? Тут сама ситуация у вас заставляет себя адаптировать, организовать свою жизнь. 9 пентаклей. Ведь 9 это у нас еще, если по нумерологии, преддверие перемен. Следом 10, единицы, по сути дела. И поэтому условно ваша судьба. Какой-то цикл, круг прошла. И теперь на новый виток вы выходите и по карте Иерофант. Это то, что мы делаем в соответствии с законом, с традициями, может быть, и менталитетом в той стране, где вы проживаете. Поэтому аркану мы учимся. Иерофант – это у нас как и великий учитель, так и на карте присутствует ученик. Это вы, мои дорогие, можете, если вы принадлежите к преподавательскому составу, вы можете построить шикарную карьеру. Для кого-то карьеру психолога, кстати, Иерофанта ведь тоже. Это ведь у нас и философ-мудрец, который знает ответы на все вопросы, к которым как раз и приходят научиться, как правильно поступить. Ну и ваша готовность учиться дальше, идти. Но тогда, если обучение или изучение какой-то науки, специальности или конкретного ремесла, может быть, скилла какого-то, то, что вам интересно, вам хочется это развивать. И Иерофант ведь у нас тоже нищий не бывает, поэтому где-то карта предугадывает, если ты будешь или говорит вам, если ты будешь заниматься тем, что тебе нравится, ты достигнешь очень больших высот и финансового благополучия. И, может быть, есть какая-то тема, которую вам нужно как раз и адаптировать к жизни. И переключить себя на изучение чего-то нового или расставить свои приоритеты. Иногда эта карта будет свидетельствовать учетом карты кольца. Иногда это свадьба, бракосочетание или венчание, мои дорогие. Конечно, вот мужчина у нас выпадает. Это у кого-то все же мы все разные. И, может быть, кто-то из вас как раз тоже, сейчас находится в периоде, когда вы оформляете документы, но в противоположном смысле. Когда прежняя история была со знаком минус и взаимопонимание утраченное, у вас сейчас бракоразводный процесс. Тогда тоже по этой карте, значит, вы ожидаете, чтобы быстрее это закончилось. И здесь, значит, этот финал где-то близок. Потому что по карте Иерофант мы остаемся довольны, уверены. И все вот предыдущие карты где-то нам об этом. То есть, в принципе, как и мой дом, моя крепость, или ваше место пребывания будет для вас важно. Может быть, вы
и собираетесь, намереваетесь куда-то переехать, но тогда очень выверенно вы будете просчитывать каждый свой шаг наперед. Не захочется собой рисковать, и это будет правильной практикой. Кто-то будет задумываться о том, как я могу работать из любой точки мира, я такое тоже могу где-то предполагать, потому что иногда карта сад – это ведь тоже пространство, отчасти эфир, интернет или какой-то социум новый. Эта карта также предполагает, но это пока намерения, которые нужно просчитать, чтобы они стали реальностью и сделать что-то в соответствии с законом. Всегда карта Иерофант еще и говорит, ты уважай систему иерархии, это будет важно. Не иди где-то против закона. Лучше изучи, перепроверь что-то. Вот изучи, может быть, и закон перед тем, как действовать. Не навредите самому себе. Вот не навредить, наверное, дважды, потому что по семерке жезлов, хоть в других колодах это звучит как соревнование, а в этой колоде предельно понятная карта. У нас наводнение, и двое спасают свое добро. Вот поэтому где-то предусмотреть даже на пару шагов вперед и самому себе задать вопрос, что я буду делать, если какой-то мой проект, что-то пошло не так. Сохранять, в принципе, какую-то нейтральную позицию в отношении своего социума. Даже если, вот мы говорили по карте Крест, вы уже точно знаете, что общение с некоторыми людьми вы сведете к минимуму. Но говорить им об этом не стоит. А соблюдать какой-то нейтралитет и заниматься своими вопросами. Или не создать конфронтации по семерке жезлов мы можем. Мы можем начать парировать, кому-то что-то доказывать, а карта говорит, а ты подумай, а нужно ли? И у тебя сейчас какие-то другие совершенно темы. Не потрать драгоценное время на что-то совершенно ненужное. Потрать на себя или наоборот, обезопасить себя. С учетом аркана Иерофант. Молчание будет золото, это правда. Что же вам придется организовать с 1 по 10? Ну, для кого-то, правда, может ворваться как известие, какая-то новость, которая поначалу ставит вас в тупик, но она может стать и побудительным мотивом, когда вы будете делать важный выбор. Может быть, этот выбор в отношении вашего окружения или ваших дальнейших действий, или вашей манеры поведения. Вот, кстати, я тут могу и так предположить. Карты ведь все практически говорят, ты себе не навреди. Вот это правда. И не всегда возможности приходят тем путем, как мы их ждем. Туз Пентакли – это зерно будущих побед. Поэтому это словно сама судьба вам протягивает руку. И важно будет увидеть эту возможность, мои дорогие рыбы и рыбки. Но и деньги как будто будут тоже. Может быть, как новая какая-то сфера обучения. Что же вам еще придется, правда? Тут вы можете, знаете, что-то как новое направление или ваш новый интерес. То, что вам захочется изучать, и вы разовьете это до должного уровня. И в будущем, ведь это карта будущего, что вы будете организовывать, сами себя перестраивать в будущее. Поэтому это, когда вы занимаетесь любимым делом, когда больше где-то вы сосредоточены на себе и на тех людях, которым вы можете доверять. И при этом лояльны, в принципе, к людям разным. Вам это увеличивает ваши собственные позиции, шансы. Кстати, приносит вам уважение в обществе. Вот ваш нейтралитет, мудрость и дипломатия. Не создать для себя какой-то конфронтации препонов, это тоже будет важно. Потому что на кону буквально ваше будущее, оно у вас уже на пороге. Тройка жезлов – это карта уверенности, карта якоря и новых перспектив, которые могут приходить с новой какой-то информацией. Не упустите чего-то. Карта харизматичного лидера, король жезлов. Вы можете с таким столкнуться, и все то, что я уже говорила по карте мужчина, проиграются у каждого по-своему. Но помните, король жезлов – это обещание. Это лидер харизматичный, который может вести за собой. Где-то вам, карта говорит, примерь на себя такие как бы позиции или возможности. Но это не та персона, которая берет на себя
ответственность, помните об этом. Или не та персона, которая действует в первый момент. То есть где-то говорят, не надейся на то, что эфемерно. Мы говорили по карте мужчина. И в колоде Таро король жезлов, харизматичный лидер, а вверху семерка жезлов. Нам карты подсказывают, что ты надейся дважды, трижды на самого себя. И даже если тебе сейчас кто-то что-то обещает, и из не тех людей, которые тебя уже, может быть, выручали, которых ты знаешь, а какой-то новый персонаж у вас может быть, который увлекает вас какими-то интересными идеями, захватывает просто. Но в случае наводнения он будет спасать сам себя и свое добро. Отнюдь он тебя не поставит на первое место. Знаете, профильтровать ваше окружение, социум, как-то быть внимательным к людям. Вот к этому в 10 дней ноября 1 вас призывают карты. И не упустить какую-то возможность. Поэтому сохраняйте где-то как и нейтралитет, будьте мудры. И даже если вам что-то предлагают, не торопитесь на что-то соглашаться, дабы не взять какие-то ненужные обязательства. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.